Всем привет! И это подкаст Solo City, и сегодня мы поговорим про ведение бизнеса в ОАЭ. И у нас в гостях руководитель Metropolitan Consulting, ведущий бизнес-консалтинговой компании в ОАЭ, которая не только помогает открывать свой бизнес здесь, но и его масштабировать. Добрый день, Наталья. Здравствуйте. Очень приятно, что вы пригласили на встречу. Буду рада ответить на все вопросы. Мы тоже очень рады быть у вас в таком замечательном, большом и красивом офисе. Наталья, расскажите мне, пожалуйста, про рынок бизнес-консалтинговых услуг в ОАЭ. Я слышал, что очень много компаний сейчас открывают свои офисы именно здесь. Да, действительно это так, но рынок консалтинговых услуг, он, скажем так, имеет взлеты и падения. Есть года топовых продаж. Мы наблюдали 2022-2023 год, когда в Эмираты пришло очень много новых компаний, но, скорее всего, это был такой вот не совсем осознанный всплеск, когда компании приходили, открывались, потом понимали, что они не понимают, для чего им компания, и многие закрывались. То есть это такой волновой процесс. Но были бизнесы, которые сюда зашли очень серьезно, и это очень радует. Открываются новые рестораны, открываются новые трейдинговые компании, открываются консалтинговые компании. Что радует, открываются образовательные центры, очень много школ, дошкольных учебных заведений, медицинских центров. И вот меня всегда радуют клиенты, которые заходят в новую страну, сначала прощупав рынок. Потому что мы должны прекрасно понимать, что мы привыкли, что это как у нас. А это не как у нас, это другая страна, другие правила, другие регламенты. И чаще всего ошибки клиентов в том, что они решили открыли, а потом поняли, что им нужна другая юрисдикция, другая форма собственности, и получается, что клиент разочарован. Хотя все было очень просто, нужно было исследовать рынок, посмотреть, кому нужен сервис, кому нужна эта услуга, и уже выбирать юрисдикцию и принимать решение, нужно открываться, либо выбирать другую страну. Под юрисдикцией вы имеете в виду, например, mainland или какую-либо фри-зону? Да, когда говорят, у меня компания в ОАЭ, это вроде бы звучит так, но это немножко не так, потому что есть 3 типа компаний, которые можно открыть в Объединенных Арабских Эмиратах. Это офшорная компания, это компания в свободной экономической зоне, которых более 50 в разных Эмиратах, и материковая компания в Дубае, в Абу-Даби, в Рас-Аль-Хейме, в любом Эмирате. Наталья, а как вы вообще пришли к этому? И почему вы выбрали именно ОАЭ? Изначально я имею очень большой опыт работы в банковской системе и работала с финансовыми институтами и ключевыми клиентами. Получилось так, что после этого я работала в платежной системе, и эта платежная система мне предложила возглавить бизнес в Эмиратах. То есть изначально я зашла в Эмираты не как консалтинг. Путем проб и ошибок, когда ты руководишь компанией, ты получаешь новые знания. Ты падаешь, встаешь, отряхиваешься, идешь дальше. И это был очень бесценный опыт, потому что когда мне предложили возглавить Metropolitan Consulting, я уже имела опыт, как работает бизнес в Эмиратах, где какие могут быть проблемы, где острые углы. Поэтому вот консалтинг для меня стал такой ключевой точкой. И, в принципе, я понимаю, что я чувствую боли все и требования клиентов, потому что я сама это все прошла здесь. А может быть, вы можете дать какой-нибудь совет начинающим предпринимателям, потому что сейчас вообще в целом в индустрии есть тренд на открытие своего бизнеса, уйти из найма и больше посвятить себя какому-то собственному делу. Может быть, какие-то советы есть или поделитесь каким-то опытом? Свое дело — это всегда очень хорошо, но если вы что-то планируете, неважно, это Эмираты, либо другая страна, прежде всего вы должны оценить рынок. Понимаете, невозможно создать миллионов компаний, которые будут заниматься консалтингом, потому что рынок имеет свою наполняемость. То есть это такая услуга, за которую придут в одну компанию, во вторую, в третью, а еще 100 тысяч компаний останутся без клиентов. Поэтому прежде всего бизнес-план, анализ рынка
и расходы нужно считать. Здесь открытие компании – это получение лицензии на определенный вид деятельности сроком на 1 год. Через год лицензию нужно продлевать. И очень часто я сталкиваюсь с тем, что клиенты негодуют. А почему мы должны платить? Мы открыли компанию. Нет, здесь это работает по-другому. В последние годы очень большой поток иностранного капитала в Объединенные Арабские Эмираты. Как вы думаете, почему так сильно компании и частный бизнес стараются открыть свои филиалы или полноценные офисы здесь? Ну, вы знаете, прежде всего я хотела бы сказать про налоговую систему. То есть, опять же, мы привыкли, что у нас есть налоги у компании, налоги у физических лиц. Здесь, в Эмиратах, налоги у физических лиц отсутствуют. У бизнеса есть всего 2 налога. 5% НДС на товары и услуги, оказанные на территории ОАЕ. И вот в 2023 году вышел закон о корпоративном налоге 9%. И в этом году мы подаем первую налоговую декларацию за 2024 год. Однако налоги есть для бизнеса, но нужно обязательно взять качественного налогового адвайзера, который на основании вашей бизнес-модели скажет, где у вас будут эти налоги, а где у вас не будет этих налогов. Потому что это общая информация. Допустим, фрилансеры. Фрилансер – это индивидуальный предприниматель. У него тоже может быть и НДС, и корпоративный налог. Но если, допустим, фрилансер делает деятельность в год на сумму менее 1 миллиона дирхам, ему не нужно регистрироваться для уплаты корпоративного налога. То есть очень много нюансов, но я считаю, что система налогообложения очень лояльная. Нет никаких подводных камней. Вот тебе, пожалуйста, НДС, вот тебе корпоративный налог, вот тебе портал налоговый. Подавай декларации, отчитывайся и живи спокойно. Очень дружелюбная бизнес-среда. Вы же знаете, что ОАЕ всегда гордится своей толерантностью. То есть толерантность, она касается не только, скажем, среди просто людей, но и бизнес-сообщества. То есть очень комфортная среда для бизнеса. А может быть, как вы видите ситуацию для обычного экспата? Да, вот человека, который, допустим, приехал сюда просто поработать в найме, и потом впоследствии уже открыть свой бизнес. С какими трудностями человек при иммиграции в Объединенные Арабские Эмираты может столкнуться, на ваш взгляд? Тут есть несколько вариантов, как вы можете закрепиться в ОАЕ. Первый, самый простой и самый, наверное, такой вот оптимальный для стартапа, это если вас пригласили на работу. В этом случае резидентскую визу вам обеспечивает спонсор вашей визы, ваш работодатель. И, наверное, это лучший вариант, когда вы приехали, устроились на работу, поработали год-два, посмотрели на рынок, что же здесь может быть интересно и где бы вы могли приложить свои силы, как, скажем, предприниматель. И я тоже, также вот всегда клиентам говорю, не торопитесь открывать компанию. Если вы хотите что-то делать, вы можете сначала открыть лицензию фрилансера. То есть она не дает права найма дополнительных сотрудников, ну, то есть вы знаете, индивидуальный предприниматель сам на себя. Попробовали, посмотрели, получилось, закрыли, открыли компанию. Какие могут быть риски? Ну, наверное, минимальные риски. Вы рискуете минимальной суммой. И это, наверное, более правильное решение, нежели вы открыли компанию, вложили там энную сумму денег, и потом вы понимаете, что деньги потрачены, бизнес не пошел. И важный момент, что закрывать компанию, это стоит тоже денег. Наталья, расскажите, пожалуйста, про Metropolitan Consulting нашим зрителям поподробнее. Metropolitan Consulting был основан в 2008 году, то есть получается уже 17 лет компании. Входит в состав Metropolitan Group. В группе у нас 7 компаний, включая компанию по недвижимости в Дубае, в Абу-Даби, Metropolitan Академия, это обучение брокеров, техникам продаж, ну и несколько других компаний. Скажем, консалтинг был самый первый, с него все начиналось. Сейчас у нас на обслуживании порядка 200 компаний, более 1000 компаний за этот период мы открыли. Как я уже говорила ранее, часто бывает так. Мы открыли компанию клиенту, он открывает собственный офис, и мы оказываем ему только консультационную поддержку.
отправляем новости, он у нас оставляет какие-то запросы на какие-то там сертификаты изготовления, регистрацию, обновление лицензий, визы сотрудников. А бывает компания у нас на полном сопровождении, когда офис находится маленький здесь, либо в офис виртуальный, владельцы компании находятся за пределами, и мы берем всю бизнес-работу на себя. То есть мы не делаем бизнес, но мы выполняем всю административную работу по этой компании. А насколько огромен или, наоборот, мал рынок бизнес-консалтинговых услуг в Дубае? Он огромен. Опять же, как можно сказать, что есть большая четверка, то есть это крупные международные компании, которые есть очень давно также в Объединенных Арабских Эмиратах, с юристами из Лондона, основательные такие компании. То есть, соответственно, в такие компании, как правило, идут клиенты крупные, нефтяные, газовые компании, банки. То есть они, как правило, подписывают абонентское обслуживание с крупными юридическими компаниями. Есть сегмент средних компаний, в которые могу отнести и нашу компанию. То есть компании давно на рынке, имеют квалифицированный персонал, оказывают услуги in-house. И третий слой – это либо новые компании, либо маленькие компании, либо компании, консалтинговые компании, которые сопровождают группы собственных компаний. То есть они не идут, допустим, к нам, а создают свою маленькую консалтинговую компанию, и эта компания обслуживает группу их компаний. Но я вам скажу так, рынок очень разный. Он разный по ценам, по качеству услуг, по скорости предоставления услуг. То есть я считаю так, что вот кто в серединке, он более мобилен и он более смотрит на рынок. То есть, знаете, как монстры, у них и так все хорошо, то есть они такие основательные. Тот, кто поменьше, он начинает смотреть, где что изменилось, где можно как заработать, потому что это вынужденная позиция, потому что нужно двигаться, чтобы зарабатывать больше. Да, конечно же, безусловно. Ты должен быть гибок, если ты хочешь чего-то достичь, и адаптироваться под новые современные реалии. Но вы знаете, я всегда это называю ожидание и реальность. Чаще всего мы общаемся в WhatsApp с клиентами, есть группы, и вы знаете, иногда до смешного доходит, когда, допустим, мы пообщались с клиентом по открытию компании, я сказала, что, скорее всего, нет. То есть компания да, а со счетом будет проблема. Он говорит: ой, Наталья, мне там друзья там пообещали, я пойду. Я говорю: окей. Проходит какое-то время, пишет: здравствуйте, Наталья. Я сразу откатываю переписку и читаю, о чем мы с ним разговаривали. Тут такое дело, помогите. То есть компанию ему открыли, подали там в один банк, во второй. То есть недостаточно документов. Он говорит: консультанты не отвечают, я не знаю, что делать. Помогите мне. Я говорю: я же вам говорила, когда мы встречались, что могут быть такие вопросы. То есть вам нужно было отложить открытие компании на какой-то период, там 3, 4, 6 месяцев, для того, чтобы подготовиться правильно к открытию банковского счета. Вы сказали: да, все. Он говорит: помогите. И чаще всего клиенты говорят: это эта компания, или это вот. Я говорю: меня не интересует. То есть я за честную конкуренцию, я никогда не обсуждаю конкурентов, мне не интересно. Я всегда за то, что мы можем решить вопрос клиента, мы решаем. Мы не можем решить вопрос клиента, мы говорим: мы не можем, либо мы можем, но при таких условиях. А если мы не можем, мы делаем мониторинг рынка и говорим: возможно, может вот этот помочь. Возможно. В любом случае мы стараемся всегда удержать клиента. И за что нас еще клиенты любят? То, что у нас все in-house. Почти все мы делаем сами. Но честно всегда говорим клиенту. То есть мы не ведем бухгалтерию. Мы не специалисты в этом. У нас есть партнеры, кто это делает. Допустим, мы не занимаемся помощью с поступлением детей в школы, но у нас есть качественный партнер, кто это хорошо делает. И я никогда не стесняюсь, нельзя уметь все делать на пятерку, как говорят. Но нужно найти провайдеров, партнеров, которых ты можешь порекомендовать и сказать: я их рекомендую. И клиенты это тоже очень ценят. Наталья, вы сказали, что в Дубае сейчас есть более 50 различных фризон. А какие особенно актуальные отрасли развиваются в Дубае? Бизнес разный. То есть сказать
вот, что все побежали логисты открывать компании. Нет. Есть отрасли, которые стали более популярны. Почему? Потому что большой поток новых жителей приехал сюда, резидентов. Это дало толчок к развитию медицины, образованию, то есть открытие школ, садиков, медицинских центров, стоматологии, косметологии. То есть это прям такой пласт новых компаний. Следующее – это IT и кибербезопасность. То есть приехало очень много айтишников с какими-то своими решениями, большими решениями, средними решениями. Очень много IT мы открываем. И открываются они как и локальные компании для предоставления сервисов на территории ОАЭ, так много открывается компаний в свободных экономических зонах, где бизнес предполагается предоставление сервисов за пределами ОАЭ. Холдинговые компании, инвестиционные компании, семейные офисы. Сейчас активно развиваются две юрисдикции. Это ADGM, Абу-Даби Global Market, и DFC здесь, в Дубае. Это большие финансовые хабы. Обычно, если клиенты хотят открывать что-то связанное с инвестициями, холдингом, либо семейными офисами, они выбирают эти юрисдикции. Почему? Потому что применяется британское право. Ну и, соответственно, консалтинг. Консалтинг же он тоже может быть не только бизнесом. Это если кто-то открывает компанию, их должен кто-то сопровождать. Это компании по бухгалтерскому учету, аудиту, компании по налоговому планированию, юридический консалтинг, технический консалтинг, логистический консалтинг. То есть консалтинговых компаний очень много. И project management, потому что для больших проектов нужен качественный project management. Также очень много компаний открывается, связанных с экологией и все, что связано, как говорят, с зеленым. Почему? Потому что это общемировой тренд, это популярно, это новые технологии, и я думаю, здесь будет большой прогресс в этом, потому что, я даже скажу так, солнечная энергия, я знаю клиентов, которые сейчас рассматривают вопрос открытия здесь солнечной станции, то есть это все на уровне государства, оно принимается, и это, я считаю, это очень круто. Наверное, самое популярное направление открытия бизнеса, наверное, тренд последних лет – это все, что связано с недвижимостью. Всплеск строительства привел на рынок достаточно большое количество новых застройщиков. Им нужно было открыть свои компании. То есть здесь, естественно, локальные, которые здесь давно на рынке, но мы открываем новые компании застройщиков. Если много строится, значит, соответственно, много открывается real estate агентств, кто продает недвижимость. Это такой бум. И в прошлом году было какое-то время, когда приостановили выдачу лицензий real estate агентств, потому что, наверное, их стало слишком много. Вот. И раз уже есть недвижимость, то есть это нужно, чтобы кто-то обслуживал. Соответственно, это property management компании, управляющие компании, holiday home компании. То есть все влечет одно за одно. Итак, у нас наша фирменная рубрика «Мифы и реальность». Я буду зачитывать вопросы, а Наталья будет говорить, правда это или это моя выдумка. И первый вопрос. Открыть бизнес в ОАЭ могут только местные жители. Это неправда. Открыть компанию в ОАЭ могут как граждане ОАЭ, резиденты и также иностранные граждане. До 2020 года для локальных компаний была необходимость 51% участия локального партнера, если это была коммерческая лицензия, и сервисного локал-агента, если это была сервисная лицензия. Но это правило убрали, и сейчас локальную компанию со 100% владением может иметь иностранный гражданин. Для компаний в свободных экономических зонах всегда было 100% владение иностранным гражданином, поэтому это миф. Также еще маленький уточняющий вопрос. Я слышал, что еще совсем недавно каждая компания, даже с иностранным владельцем и с иностранным капиталом, должна была иметь обязательно местного работника, то есть работника, который является гражданином Объединенных Арабских Эмиратов. Так ли это сейчас?
Да, есть такое требование, это называется программа эмиратизации, но она начинает действовать для компаний, у которых 20 плюс сотрудников, то есть 21 сотрудник это должен быть местный житель. Эта программа направлена на привлечение местного населения. Раньше, скажем так, это было правило для государственных учреждений, сейчас частный бизнес тоже обязали брать сотрудников из местных жителей для того, чтобы они обучались и входили больше в бизнес-процессы. Это как такое обучающее, развивающее, но это очень, скажем, очень правильная программа, потому что это дает возможность местному населению впитывать интернациональный международный опыт международных компаний. А в вашей компании есть локалы? Да, конечно, у нас есть. У нас в компании порядка 1000 человек. Соответственно, мы выполняем требования государства по эмиратизации. У нас есть местные, скажем, граждане в разных департаментах, в HR, в бухгалтерии. То есть, соответственно, мы выполняем все правила государства. Следующий вопрос. Все компании освобождены от налогов? Миф. В ОАЕ есть два налога у бизнеса. 5% НДС на товары и услуги, оказанные на территории ОАЕ, и 9% корпоративный налог. Но конкретно какой налог, в каком размере будет применяться к вашему бизнесу, может сказать только налоговый консультант. Проще купить компанию, чем ее открывать? Вы знаете, тут ответ может быть двоякий. Если вы спросите лично мое мнение, то я не рекомендую покупать готовый бизнес, если это только не какой-то там прям очень интересный, правильный бизнес, и вы уверены в том, что вы покупаете правильный бизнес. Почему? Когда вы открываете свою компанию, вы с первого дня знаете, для какого бизнеса вы ее открыли, вы ведете бухгалтерский учет, вы открыли правильно банковский счет, то есть это ваша компания. Когда вы покупаете уже существующий бизнес, и, допустим, компании там год или два, вы не знаете, подавала ли компания налоговые декларации, правильно ли заведен бухгалтерский учет, правильно ли получены лицензии, то есть со всеми ли поставщиками, подрядчиками компания рассчиталась. То есть это риски того, что ты можешь купить кота в мешке. А если открывать какую-то уже готовую франшизу с большим именем? Если вы открываете франшизу, не страшно, вы же просто франшизу покупаете, а компания-то она будет ваша. Регистрация компании занимает очень долгое время. Это миф. Долгое время компания не открывается. Но, однако, некоторые консультанты часто говорят о том, что мы выдадим вам лицензию за один день. Да, лицензия выдается за один день, но никогда не учитывается время, которое необходимо для подготовки. Обычно это занимает где-то неделю. Почему? Потому что каждая юрисдикция, она проводит верификацию клиента. То есть подаем, обычно, если это юрисдикция в свободной экономической зоне, мы подаем клиента документы, юрисдикция дает добро, и мы запускаем процесс. Лицензия выходит за один день. Почему я всегда рекомендую все-таки открывать компанию с консультантами? Да, это вроде бы как дополнительные расходы, но консультанты, они уже прошли от А до Я в каждой юрисдикции свой путь. И они знают, что если, допустим, заявка зависла на первой стадии, в чем может быть проблема? Они знают, куда позвонить, на что надавить и как протолкнуть. Когда клиент открывает сам, то есть он подал, и он сидит и ждет. Ему там мелким шрифтом внизу написано, нужно там добавить поле такое-то. Он не видит это, не знает и сидит и ждет. Компания может долго открываться. Но с правильными консультантами она, как правило, открывается объективно за 1-2 недели. Давайте теперь поговорим о самых частых ошибках ваших клиентов, с которыми вы сталкивались при открытии бизнеса в ОАЭ. Самая такая большая ошибка клиентов, когда они выбирают неправильную юрисдикцию. Опять же, мы уже говорили с вами о том, что существуют компании офшорные, компании в свободных экономических зонах и локальные компании. Клиент принимает решение, я хочу компанию в фризоне. То есть он сам себе так решил, почитал в интернете, я хочу.
Потом, значит, все юрисдикции, они, естественно, имеют веб-сайты. Он зашел, посмотрел, где там подешевле, либо там поближе к дому, ну, то есть по каким-то своим критериям выбрал, приходит и говорит, вот я хочу открыть компанию, то есть юрисдикции я не буду называть, ну, просто вот в X фризоне. Я спрашиваю, почему? То есть аргументы. Ой, там дешево, ой, там ближе к дому, ой, там вот есть, можно запихнуть в одну лицензию все виды деятельности. Я говорю, окей, хорошо. То есть чем вы собираетесь заниматься? Он перечисляет. Во-первых, если клиент хочет включить в лицензию, в одну лицензию, допустим, торговлю тракторами, детским питанием, логистику и торговлю мобильными телефонами, и торговлю, допустим, ну, текстилем, это выглядит, ну, достаточно нелогично со стороны банка, когда мы идем открывать банковский счет. Банкир смотрит и говорит, а вы что, всем этим будете торговать? Клиент говорит, да. Он говорит, тогда дайте, пожалуйста, договора о намерениях под каждый из сервисов. Соответственно, мы говорим клиенту, когда он идет открывать компанию с нами, выберите основное, чем вы будете заниматься, вы откройте компанию, откройте банковский счет, а потом сделать просто апгрейд лицензии, то есть добавить виды деятельности. Это тоже ошибка. То есть выбрал неправильную юрисдикцию, то есть ты пытаешься его отговорить, не выбирать эту юрисдикцию, потому что банки не очень к ней лояльно относятся, но зато там дешево. Ты пытаешься убедить клиента не складывать в одну лицензию все, чтобы не получить потом негатив с банком. То есть вот это такие вот на этапе открытия компании, это самые такие большие ошибки, которые делает клиент. И успех консультанта, если ты сумел убедить клиента не делать этих ошибок. Вторая большая ошибка, когда клиент не просчитал бюджет. Он посчитал поверхностно открытие компании, но забыл посмотреть, что каждый год лицензию нужно обновлять. Он посчитал, что окей, виртуального офиса хватит, а с виртуальным офисом проблематично открыть банковский счет. То есть нужно взять какой-то небольшой офис. Потом он решил взять сотрудника и ужаснулся, что зарплаты большие, они такие, как у нас. Почему я должен ему платить, а на маленькие зарплаты никто не идет. Потом, пока он посчитал логистику, растаможку, затаможку, ну, то есть в зависимости от бизнеса. И получается так, что его бизнес-модель, она не работает. И тут приходит разочарование. У нас есть прецеденты, когда клиенты через год, они закрывали компанию по причине то, что они выживали. И они говорят, зачем нам выживать, мы пойдем в другую страну, потому что мы сложили все, что мы заработали, отняли все, что мы потратили, и хорошо, что мы вышли в ноль. Ну, бизнес ради бизнеса, тоже неинтересно. Наталья, расскажите, пожалуйста, какие конкретные услуги предоставляет Metropolitan Consulting? Мы предоставляем широкий спектр услуг, но если говорить о ключевых, это, естественно, регистрация и сопровождение бизнеса в Объединенных Арабских Эмиратах. То есть мы открываем во всех юрисдикциях для наших клиентов компании, сопровождаем, подбираем им провайдера для бухгалтерского обслуживания и аудиторского, помогаем с открытием банковских счетов. То есть это как бы такой бизнес-комплект регистрации и сопровождения бизнеса. То есть это наш конек. Почему? Потому что мы с 2008 года этим занимаемся, имеем великолепную репутацию, огромный опыт, но при этом всегда стараемся впитывать новую информацию, потому что мир меняется, требования клиентов и желания меняются, поэтому нам нужно быть тоже очень мобильными, чтобы решать запросы клиентов, потому что ничего нет стабильного в этой жизни. Следующий большой пласт наших сервисов связан также с недвижимостью, потому что агентства недвижимости дают нам большое количество клиентов на резидентство. То есть мы делаем резидентские визы от недвижимости в Дубае, Абу-Даби, Рас-Аль-Хейме, Аджмане, Умаль-Кувейне. То есть такой полный пакет для инвесторов, членов семьи, опять же персональные банковские счета,
и все сопроводительные, скажем, услуги, какие могут понадобиться. Это устройство детей в школу, какие-то помощь с медицинскими страховками. То есть это такой сервис, связанный с недвижимостью. Опять же, много у нас клиентов, которые интересуются услугами по составлению доверенностей, потому что часто клиенты здесь не живут, и какие-то действия доверенные лица могут делать от их имени. Это, допустим, покупка недвижимости, продажа недвижимости, какие-то там действия с дарением. Последние 2 года очень много запросов на составление и регистрацию завещаний. В Эмиратах, если нет зарегистрированного завещания на территории ОАЕ, достаточно сложная процедура вступления в наследство. То есть для немусульман по законам наследования включается шариат, и, соответственно, наследники вступают через суд. Это достаточно долго, дорого, ну и дай бог, если нет каких-то разногласий, потому что если разногласия между родственниками есть, это еще дольше, еще дороже, потому что представлять в суде может быть только местный адвокат, судопроизводство на арабском языке. Поэтому экспаты не мусульмане довольно часто заказывают у нас сервис регистрации завещания. Завещание может быть зарегистрировано в DFC по британскому праву, либо по гражданскому праву в нотариате. То есть правильно я понял, что, например, я не составил совещание, я здесь не мусульманин и экспат, и возможно, что мое имущество достанется государству? Нет, это неправильное суждение. Давайте так, когда происходит прецедент, ну то есть человек умер, у него есть что-то на территории ОАЕ, и, допустим, есть квартира и есть банковский счет, как пример. У него есть жена, дети и родители. Соответственно, от имени наследников кто-то, если они, скажем, всех в хороших отношениях, может один человек выступать, но заявить всех, что есть жена, есть дети, есть родители. Готовится пакет документов в суд, подается, и суд уже дальше решает. Допустим, 50% отдаются жене, 10% там, одному родителю, 10% второму родителю, остальное там между детьми. То есть как и кому распределить доли, определяет суд. Если есть завещание, и в завещании четко прописано кому что, соответственно, принимается это решение. Также очень популярная услуга, ну, конечно, она там не сравнится с получением резидентства либо открытия компаний, но часто клиенты заказывают легализацию документов. Что такое легализация? То есть ОАЕ не подписала конвенцию, которая признает апостиль, соответственно, здесь принимаются только документы с консульской легализацией. Мы это делаем как для документов, которые выпущены в ОАЕ для других стран. Точно так же мы делаем документы, допустим, документы из России или с Казахстана, мы легализуем для принятия их на территории ОАЕ. Наверное, последней такой ключевой услугой, которую я могу назвать, это есть получение второго гражданства в странах Карибского бассейна и Вануату. Что дает второе гражданство? Свободу передвижения, кому-то нужна оптимизация налогов. То есть это такая альтернативный паспорт, который выдается за инвестиции. Соответственно, есть разные пакеты. Как правило, клиенты выбирают в наших реалиях только для того, чтобы более комфортно путешествовать. А как часто вам приходит за услугу получения второго паспорта? Довольно часто мы получаем запросы по второму паспорту. Опять же, это преследуется цель получения возможности путешествовать в большее количество стран без каких-то ограничений. Но вы прекрасно знаете, что сейчас есть ограничения на получение паспортов для держателей паспортов определенных стран. То есть у нас есть опции, мы предлагаем. То есть, соответственно, иногда наши опции, они не подходят клиентам, они хотят то, что они не могут получить, потому что эти страны не дают возможность получить это. Вот. Я всегда настроена на то, что в пакете предложений должно быть как можно больше услуг, чтобы клиент мог выбрать, то есть, а не уйти и сказать, у вас этого нет, ну я пойду к другим. То есть мы предлагаем опции, а уже
решение, взять или не взять, за клиентом всегда. А вам не кажется, что когда бизнес предлагает вот слишком много опций, получается очень перенагружено, и кого-то может это отпугнуть? Как будто вы пытаются клиенту продать то, что невозможно продать. Вы знаете, мы, наверное, идем немножко от другого. Я не знаю, насколько это хорошо работает, но пока работает. Вот моя команда, у нас есть такие шаблонные, как шаблонные предложения. То есть, допустим, клиент обратился за резидентской визой, ну, фактически он обратился за резидентской визой. И он говорит, и потом членом семьи. И мы вообще планируем в следующем году переехать. То есть хороший консультант посмотрел, сколько детям лет. То есть для того, чтобы здесь им жить, ему нужно банковский счет, водительская лицензия и детей отправить в школу. Что он делает? Он говорит, да, вот по визе вот наше предложение. А если вы планируете переехать, у нас есть вот это, вы можете к нам обратиться, и мы предоставим. Клиент сразу цепляется. Зачем ему искать еще 5 других консультантов? Он говорит, да, я хочу. То есть правильная продажа, она должна быть. Конечно, если ты присылаешь флаер, и там написано 20 сервисов, на 4-м сервисе клиент уже устает и перестает читать. Просто нужно уметь поймать в клиенте заинтересованность, что ему может быть интересно. То есть если клиент бы сказал, я хочу получить визу, ну и буду жить там в своей стране, понятно, ну максимум нужен банковский счет, ну максимум завещание. Ему не надо информация про школы. Либо если это, скажем, получает клиент визу, ему там 70 лет, зачем ему про школу? Ну, конечно, может быть для внуков, но вот это вот ненавязчивый сервис, он помогает нам работать с клиентами, то есть мы умеем продавать мягко, ну то есть не навязываясь. Наталья, а расскажите о ваших планах. Я думаю, что мы будем рассматривать, если не в этом году, то в следующем, выход на рынок Саудовской Аравии. Понимаете, что для нас, как для консалтинговой компании, это же тоже как открытие бизнеса. То есть прежде чем куда-то идти, нужно посмотреть, будут ли у тебя клиенты там. Если у меня сейчас готовы открыть там компанию 2 клиента, а я открою консалтинговую компанию там, это не будет окупаемо. Ну, то есть мне проще найти партнера, кто сопроводит их там и будет поддерживать. То есть сначала я делаю исследование рынка, как обычный клиент, и только потом понимаю, когда идти в этом году, либо подождать еще год. Планы развиваться в Рассельхейме, потому что рынок растет, недвижимость строится. Мы уже там высадили одного своего сотрудника, и я думаю, что к концу года у нас их будет там 2 или 3. Почему? Потому что Рассельхейма дает точно такую же опцию получения резидентства на строящуюся недвижимость. И нам нужны будут люди, кто будут консультировать наших клиентов, помогать с открытием счетов, опять же, школы, ну, то есть садики, все то же самое, но на месте в Рассельхейме. Развивать Абу-Даби, потому что у меня сейчас там 2 сотрудника, но опять же рынок растет, и, скорее всего, мы будем расти там тоже. Ну и увеличивать количество услуг для наших клиентов, а для этого вот в ближайшее время у меня будет готов уже бизнес-план, какие сервисы новые будут давать лучшие показатели, и, скорее всего, что-то новое, о чем-то новом в следующий раз мы с вами поговорим. Спасибо большое, Наталья, за ценные советы, за такую прекрасную беседу. Надеюсь, нашим зрителям, слушателям было интересно, полезно. И расскажите, пожалуйста, где они могут найти вас, как вам обратиться. Наш офис находится в Аль-Салам Тауэр, 38 этаж, Дубай. Это район Дубай Медиа Сити. Приходите, мы будем рады оказать вам сервисы по регистрации компании, по сопровождению вашего бизнеса, по открытию резидентских виз, банковских счетов. Любые вопросы, которые вас интересуют, пожалуйста, будем всегда рады. Также мы оставим ссылку на сайт компании в закрепленном комментарии. Пожалуйста, переходите по ней и обращайтесь за консультацией к Наталье и в Metropolitan Consulting. Всем пока!